один-два раз еще раз об узнаваемом стиле художника. Индивидуальная манера художника, стилем все-таки это можно назвать условно, манера, по которой его работу узнает зритель, складывается не в одночасье и складывается, бывает, по разным причинам. Климт поначалу был вполне академичен, но арт-нуво потребовал другой художественной формы. Пикассо увидел в кубизме новый язык. Малевич начинал как постимпрессионист, посчитал, что проще возглавить авангард. Магрит в какой-то момент увлекся импрессионизмом, но вернулся к сюрреализму. У какого-то художника этот узнаваемый стиль просматривается в графике, в скульптуре, в живописи. У Джакометти, например, или у Сальвадора Дали. Кажется, что писать в одном стиле – это скучно, но, увы. Чтобы чего-то достичь в сфере, где занято множество особей, индивидуумов, значит найти собственную нишу, задать искусственные границы. В Голландии, например, которую я люблю вспоминать часто, в XVII веке, в период бурного расцвета натюрморта, не только мастера, но и города, художественные центры специализировались на разной тематике. В Утрехте писали цветы, в Харлеме – завтраки, в Лейдене – черепа, в Гааге – рыбу. Это была попытка поделить рынок и привлечь жителей других городов. То есть, конечно, можно было купить и в своем Амерсфорте цветочный натюрморт, но если вы настроены серьезно, у вас есть деньги, лучше все же доехать до Утрехта. Тем более, что это недалеко. В русском искусстве XIX века, когда художников первого ряда-то было в принципе немного, одно имя могло ассоциироваться с целым художественным направлением, жанром. Почему, когда мы говорим «море», вспоминаем Айвазовского? Он нашел свою нишу и занимался этим всю жизнь, оттачивая мастерство, не выходя из зоны комфорта. Шишкин – лес, Куинджи – закаты и прочие световые эффекты и так далее. Встречаются, правда, художники-универсалы, вроде Ильи Репина. Они могут проиграть по зонам, но они выигрывают в масштабе, во всем сражении. Но такое может позволить себе мало кто. Или, скажем так, есть современные художники, которые пишут сегодня так, а завтра эдак, под импрессионистов, и под кубистов, и под реалистов, им так кажется, и под сюрреалистов, и еще подо что-то там. И все одинаково плохо, потому что на все нужно время для понимания истоков и наработки универсальных приемов, доведения до автоматизма техники и технологий, чтобы исполнение было легким, а не натужным. Другие современные художники, понимая конкуренцию, трезво оценивая свое образование в профессиональной сфере, логично выбирают нишу, обозримую, подъемную зону комфорта, выстраивают свою индивидуальную манеру и работают в ней. Кто-то ограничивает тематику, кто-то приемы, кто-то материал, кто-то степень упрощения. Чем больше уход в абстракцию, тем ближе к простым композиционным схемам. А вообще уход от реализма в любую сторону позволяет избежать прямого сравнения с натурой, а значит, придраться не к чему. Это удобно. Можно не бояться критики, изображать большого мастера, надувая щеки, говорить об образах, 9 ступени познания истины и тому подобное. Художники с индивидуальной манерой обычно активно участвуют в выставках, печатают каталоги, вступают в союзы, продаются в салонах, галереях и на аукционах, если получается. Манера, фирменный стиль – обязательный атрибут этого конвейера. К тому же, когда вопрос с формой решен, художник наконец может расслабиться насчет того, как, и заняться содержанием, что изображено. Он становится писателем, которого ценят за содержание книги, а не за
шрифт и обложку. И в конечном итоге многие продают именно это. Вот только современные художники, большие философы и писатели часто пытаются сляпать роман, не изучив грамматику и правописание. И читать такие произведения тяжело, почти невозможно. Когда за стилем пытаются спрятать грязные случайные смешения, несбалансированные цветовые сочетания, неуклюжее владение кистью, дрожащую руку, провальную композицию, незнание анатомии или перспективы, все это напоминает сложившийся в руните стиль так называемого албанского языка, который, кстати, с удовольствием подхватили всякие двоечники, которые часто, скрывая свою безграмотность, стали облекать слова в форму, к которой тоже трудно было придраться. «Ржу не могу», «не осилил», «автор жжет». Это все весело, конечно, но мы так можем потерять русский язык. Так же, как потеряли хорошую живописную школу. Это я загнул, конечно, но тем не менее.